Здравствуйте! 5 фраз, за которыми прячется страх близости. Сегодня снова будет полушуточное видео, но, если честно, не очень. Потому что если вам важны отношения, а нам всегда важны отношения, то эти фразы как индикаторы проблем, которые помогут вам разобраться в себе. Потому что за этими фразами почти всегда стоит одно и то же желание быть рядом, и страх оказаться уязвимым, то есть испытать что-то совсем неприятное, например, быть невыбранным, отвергнутым и так далее. Фраза первая. Мне сейчас не до отношений. Иногда это правда, но часто удобная формулировка, чтобы не оставаться с близостью, потому что отношения это не только не вовремя. Это еще и риск быть увиденным, быть невыбранным, быть в какой-то степени нуждающимся, зависеть. И тогда психика делает очень аккуратный ход. Не я боюсь, а для меня сейчас просто не тот момент. И можно годами жить в этом не сейчас и оставаться без отношений, оставаться с проблемой, когда хочется отношений. Фраза 2. Я просто люблю свободу. Звучит красиво, почти философски. Но иногда за этим стоит не любовь к свободе, а невозможность выдержать привязанность. Потому что привязанность, близость – это всегда ограничение. Учитывать другого, быть включенным в отношения, переживать за другого, за себя. Если внутри есть страх потери, страх боли, свобода становится не ценностью, а защитой, рациональным способом не привязываться. Не потому, что не хочется отношения, а потому что слишком страшно потом терять. Фраза 3. Я быстро теряю интерес. Обычно из отношений в отношения это происходит в один и тот же момент, когда становится чуть ближе, чуть серьезнее, чем слегка приятно, легко и в начале отношений. Пока все поверхностно, есть интерес. Как только появляется реальный контакт, интерес исчезает. Потому что вместе с близостью поднимается тревога. А что, если меня узнают по-настоящему? А внутри ощущение, что настоящего себя как будто и нет. Или он собран из чужих ожиданий и собственных адаптаций. И это создает колоссальное напряжение. И психика делает простое движение – обесценить и выйти. Фраза 4. Мне никто не подходит. Иногда действительно не подходит, но если это повторяется снова, снова и снова, стоит задать другой вопрос. Не почему все не так, а что происходит, когда появляется тот, кто подходит. Потому что часто за этим стоит бессознательный фильтр. Люди либо недоступные, которые подходят, либо не такие. Так психика сохраняет дистанцию и одновременно оставляет иллюзию поиска. Я в поиске, я же стараюсь найти вторую половину. Фраза 5. Я самодостаточный человек. Это одна из самых сложных фраз, потому что звучит как зрелость. Согласитесь? А иногда это просто хорошо оформленное одиночество. Самодостаточность – это способность быть одному, но не отказ от близости. Если за этим стоит «мне никто не нужен», часто это не сила, а опыт, где нуждаться было небезопасно. Итак, что можно сказать в финале? Если вы узнали себя, это не диагноз, это способ, которым психика когда-то научилась защищаться. Проблема не в том, что вы избегаете близости, а в том, что внутри нее слишком много риска. И психотерапия здесь вам в помощь, потому что это место, где можно постепенно выдержать эту близость. Если другими словами сказать, научиться этой близости без необходимости убегать. И, возможно, впервые не выбрать между быть с кем-то и остаться в безопасности, то есть без отношений. Спасибо вам за внимание. Оставляйте пожелания, комментарии, запросы на новые темы, подписывайтесь. До новых встреч, пока-пока.